Ты никогда не знаешь точно, наблюдают за тобой сейчас или нет. Можешь только гадать. Вполне возможно, что полиция мысли наблюдает за всеми и всегда. Во всяком случае, они могут подключиться к вашей линии в любой момент. Нам приходится жить, зная, что каждый звук кто-то слышит, и за каждым движением кто-то следит, если только этому не мешает полная темнота. Если они узнают, зачем и куда я иду, меня ждет полная ликвидация. Такие люди, как я, изымаются из потока истории. Тебя не будет не только в будущем, но и в прошлом. Ты не существовал и не будешь существовать. Грядущие поколения ничего не узнают о тебе. Для поездок на расстоянии не более 100 километров отметка в паспорте не требуется. Но у железнодорожных станций иногда дежурят патрули. Они проверяют документы и задают вопросы. Трудно оставаться незамеченным, путешествуя в одиночку. За тобой могут следить по камерам, а любой звук способен зафиксировать повсюду спрятанный микрофон. К счастью, в этот раз патрулей не встретилось. Тебя может выдать любая мелочь. Нервный тик, беспокойный взгляд. Если можно сделать вывод, что ты не такой, как все, значит, тебе есть что скрывать. Во всяком случае, непривычное выражение лица – это преступление. На новоязе есть даже специальное понятие – преступлик. У члена партии должны быть не только правильные мнения, но и правильные инстинкты. Ты в любом случае обязан интуитивно знать, какое убеждение правильное и какое чувство желательное, что в целом определяется 3 терминами новояза – преступ-стоп, черно-белый и двоемыслие. Преступ-стоп – это умение едва ли не инстинктивно пресечь любую опасную мысль. Черно-белый – это готовность назвать, когда того требует партийная дисциплина, черное – белым. Но не только назвать, а верить, что черное есть белое, и напрочь забыть, что когда-то ты верил в обратное. Двоемыслие – это способность придерживаться одновременно 2 взаимоисключающих убеждений и верить в оба. Можно предвидеть, что со временем терминов в новоязе будет становиться все меньше и меньше. Много преступлений и ошибок человек не сможет совершить только из-за того, что они безымянны, и как таковые непредставимы. Если за мной кто-то следит, повернуться значит признать свою вину. Это была она. Мы боялись разговаривать, поэтому только обнялись и молча углубились в лесную чащу. Джулия вывела меня на очищенную от снега поляну.
центре которой возвышалось убежище из старого брезента. Это место казалось безопасным. Мы не видели ни одного чужого следа, значит, люди здесь не появляются. В Океании большинство пьет дрянной кофе Победа, но Джулии удалось достать настоящий. Густой и теплый запах разнесся по всему убежищу. Это кофе внутренней партии. У них было все, а у нас ничего. Следом Джулия достала маленький сверток. Уже по запаху я понял, что это был необычный шоколад. Темный, блестящий, он был завернут в серебряную бумагу. Нас все время уверяли, что по сравнению с прошлым годом теперь стало больше продуктов, одежды и домов, мебели, посуды, горючего, книг, детей. Всего стало больше. Только желудком и кожей вы чувствовали, что у вас отняли что-то такое, на что вы имеете полное право. Всегда не хватало еды, у всех были заношенные носки и белье, мебель всегда была расшатанной, комнаты нетопленными, поезда метро переполненными, дома всегда разваливались. Теперь, когда у нас появилось надежное пристанище, встречи не казались таким уж невозможным испытанием. Это убежище стало нашим миром, заповедником, где сохранились воспоминания о прежней жизни. Иногда нам казалось, что мы в безопасности, и это продлится вечно. Но все это было, конечно, несерьезно, и мы это понимали. Когда-то нас поймают, но сейчас нас толкает вперед непреодолимый инстинкт, ведь жить – это так же естественно, как вдыхать легкими воздух. После рассвета я вышел на улицу. Метрах в 5 на ветку опустилась синица. Она запела, и песня ее продолжалась минута за минутой, с бесчисленными вариациями, ни разу не повторяясь. А вдруг здесь все-таки где-то спрятан микрофон? Нас в него никто не услышит, мы говорим лишь шепотом. Но пение птицы туда точно попадает. Может быть, на другом конце какой-нибудь маленький, похожий на жука человечек сидит и наслаждается этой чудесной музыкой.